естественно, вы будете пропускать таксиста. И одного, и другого, да? Естественно. Вот, пап, вот дави просто. Давай. Не так ли? Смотри, Рит. Видишь, ну, газуй. Спину жжет солнце, а оттуда дует холодный снежный ветер. Вообще нормально, еще гудит. Сейчас еще подрезать полезет, 100%. Да, с той стороны. С той стороны, ради бога. Мне крыло надо поменять. И бампер даже думать не буду. И бампер выправить. Да. Когда Рите понравился какой-то цветок, Николай едва не сломал себе голову, забираясь на отвесную скалу. Сорвал и принес ей. А в этот же вечер, возвращаясь с куском бараньего мяса, купленным в домишке, до которого, если дважды подряд добраться, то на третий сдохнешь, увидел, что Николай у костра целует Риту в губы. Очевидно, за цветок, подумал я и, усмехнувшись, посмотрел на свои руки. В руках у меня цветка не было, а был только ломоть мяса на ужин. Вечером в этот день встреченный отряд конной милиции предупредил нас, что где-то близко рыщут всадники из банды Челакаева, гордого стервятника, неуловимого и отъявленного контрреволюционера. Пропускай автобус. Ночью мы не спали. Все время чудился шум внизу, чей-то шепот и лошадиное фырканье. Я спустился вниз к ручью и осторожно раздвинув не кусты, пускает увидел себя. Да. всадников. Вообще по барабану. Встревоженный, я быстро полез обратно предупредить спящих товарищей и затушить угли костра. Спорю, он сейчас будет еще подтормаживать перед тобой. Ну пускай подтормаживает. Со всего размаху ударил меня в плечо. В темноте мы схватились мертвой. Вот так же очень многие едут, вот воткнутся носом, и хрен я тебя пущу.